Приветствую всех на канале. В этом видео хочу показать результат настольной прививки, которую я делал 3 недели назад. То есть чубуки были поставлены на стратификацию. Через 2 недели я делал первое открытие. И, собственно, 3 штуки из них уже проснулись. Как можно видеть, на данный момент уже есть вот такой прирост спустя неделю. Вот одна, вот вторая прививка. И третья. Третья я когда распаковывал, случайно повредил побег, поэтому он высох. Но здесь еще есть в пазухе резервные почки, поэтому можно оставить дальше укореняться его и посмотреть, что из него заодно получится. То есть, как можно видеть, прививка в расщеп. Каллус полностью занят на прививке с одной и другой стороны. Также прививка выполнена прививочным секатором. Как можно видеть, уже воск порвало. И на месте спайки идет вот такое каллусообразование. То есть можно видеть, как каллус выпирает через изоленту. То есть виноград сросся. Ну, собственно, оно и видно. Побег растет. Вторая прививка. Также можно видеть на месте спайки каллус. Ну, собственно, прививка сама сигнализирует, уже начиная расти. И сейчас хочу распаковать остальные чубуки. То есть это были через 2 недели распакованные. Прошло у нас 3 недели на котле. И сейчас распакую остальные, посмотрим, как они выглядят. Распаковал прививки. Значит, бананас. Тоже прививка выполнена в расщеп. Как можно видеть, каллус образуется с одной и с другой стороны. На пятке черенка уже тоже есть каллус. То есть нужно черенок садить, уменьшать температуру, чтобы уже начали расти корни. Так, почка. Почка, видно, что набухла. То есть черенок живой. Все с ним хорошо. Это первый. Дальше идет рататуй. Так, тоже колосообразование хорошее на пятке. Также выполнено в расщеп. Тоже можно видеть, каллус у нас занимает место с одной и с другой стороны. То есть прививка, скорее всего, тоже приживается. Так, почка. Почка пока непонятна. Собственно, вот такая вторая прививка. Дальше, Азия. Также образуется каллус внизу. Так, смотрим на спайку. Видно, как местами на спайке каллус вылазит. То есть тоже прививка сигнализирует, что постепенно она приживается. Также почка, видно, набухла. Слой воска уменьшился. То есть тоже прививка растет. Так, еще одна Азия. Это в расщеп выполнено. Тоже есть каллусообразование с одной и с другой стороны. Почка также набухла. Так, внизу черенка также есть каллус. Также нужно уменьшать температуру и ставить, проращивать стаканчики. Следующий рататуй. Так, на пятке тоже есть небольшое каллусообразование. Так, эта прививка выполнена секатором. Тоже на месте спайки видно каллусообразование. Данный результат на гетероксине мне нравится больше, чем на меде. В прошлом видео показывал. Каллуса здесь образовалось на прививках больше. Вот какой рататуй. Наверное, один из лучших. Рататуй и бананас. Тоже вот такая прививочка. Вот так образуется каллус. То есть спустя 3 недели стратификации, как можно видеть, прививки срастаются. 3 из них уже даже проросли. Одну я только сломал. В принципе, на гетероауксине вот такой результат получается. Так что можно проращивать. Кто хочет проращивать, смотрите предыдущее видео, в котором я рассказывал и показывал, как я делал эту прививку. Собственно, получите следующий результат.
Ссылку оставлю в описании. Можете перейти посмотреть первую часть. Всем, кому было интересно видео, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Пишите комментарии с вашим опытом. Также интересно будет почитать. На этом, друзья, у меня, собственно, все. Всем спасибо и всего доброго.